Мои дамы и господа, начинаем наш бесплатный пятничный вебинар. Женя, поверь. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я приветствую вас на своем канале, официальный канал Дуйко АА. Также я вижу ваши вопросы, которые вы мне сейчас задаете на своем сайте duiko.guru, вебинары-школы. Вы здесь можете написать мне ваши вопросы в случае, если они возникают. Я постараюсь на них ответить, если вам это интересно. Итак, с чего я хочу начать? Со своей группы. У меня есть группа Дуйко, Кайлас и РТЕ. Недавно, 23 июня, я написал такой пост. Ребята, напишите в комментариях те методы школы, которые вам сейчас больше всего помогают. Допустим, свеча убрала долги. И попробую сегодня прочитать комментарии быстро или выбрать те комментарии, которые будут нам интересны. Добрый вечер, философия школы творит чудеса. За 2 месяца с вами прошла первые 2 подарочные ступени. 11, 29 и 30 СНГ сегодня порадовала себя 2 шумами. 6 недель был кошмар. Спасала только скоро, а последние 2 недели радуюсь каждый день. Свеча убрала тяжелые проблемы. Щепотка соли, муж нашел работу, зеленая нить, убрали боли в спине, посадив бутылку, представила себя маленьким ребенком, уступает место, пытаются помочь. Финансовая сторона улучшилась, 6-конечная звезда на груди, на самом деле можно писать до утра все практики, которые результативны. Спасибо за ваш труд, Андрей Андреевич, терпения и больших побед. Скоро все будет отлично. Ну и сразу же от меня подарок тем людям, которые смотрят данное видео. Я хочу сегодня дать вам совет. Буквально здесь же я только что увидел вопрос, который звучит так. Андрей Андреевич, пожалуйста, дайте мне какой-нибудь метод, который сможет быстро или позволит быстро мне выйти замуж. Конечно же, таких методов я знаю огромное количество. Могу такой метод посоветовать. С пятницы на субботу или с четверга на пятницу, вот прям сегодня, необходимо приобрести букет цветов. Женщина на заработанные сама деньги или свои деньги должна купить себе букет цветов. Если ей 49 лет, то погулять 49 минут. Если ей 100 лет, то погулять час. Ну и, в общем-то, гулять нужно с этим букетом не менее часа. Если букет дорогой, то муж будет богатый. Если розы или цветы длинные, то муж будет высокий. Если короткий, низкий. Если цветы пышные, мужчина будет пышным. Если цветы не пышные, мужчина будет там атлетичным, стройным и так далее. Рекомендую розы. Если розы, нет, не рекомендую, наверное. Если розы колючие, то мужчина будет колкий. Если цветы будут мягкие, красивые, пушистые, букет будет дорогой, то это быстро, на протяжении 1 месяца даже, ну может быть чуть-чуть дольше, приведет вас к тому, что вы очень быстро выйдете замуж. Обряд работает, я очень рекомендую его использовать, он очень эффективный, от меня вам такой подарок. Ну что ж, продолжим. Добрый день. Очень сильно помогает 6-конечная звезда. Делала методику маленького ребенка для сына. Сдал ОГЭ на 1 четверки, хотя учился слабо. Он пришел домой с таким ликованием. Все работает и быстро. Щепотка соли помогла устроиться на работу. И еще какую-то ого-го. Спасибо, Андрей Андреевич, за ваши знания, доброту душевную. Пожалуйста. По поводу щепотки соли, да, я помню эту щепотку соли, я объяснял, как можно устроиться на работу. Необходимо взять 2 щепотки соли, 1 щепотку соли необходимо их разделить на 2 части, 1 щепотку соли необходимо погулять где-нибудь и после этого высыпать перед тем, как войдете в квартиру, и 2 щепотку соли, насколько я помню, необходимо сохранить. После этого по 1 щепотке соли выбрасывать на улицу в окно. Ну, где-то так работает этот обряд. Есть еще такой обряд. Необходимо поставить руку на голову. После этого щепоткой соли покрутить 38 раз. После этого взять эту щепотку соли и выбросить ее из окна. И сказать: скоро устроюсь на работу. Это все достаточно хорошо работает. Рекомендую. Анфиса Фиолетово-Черная. Отличная фамилия. Всем привет. Многие методы пробовала. Что-то работает быстро, что-то замедленным действием. Сын поступал, использовала шумы. И не знаю, как правильно это назвать. Метод открыть дороги. Заходила в его будущий вуз и проговаривала про себя, правда. Как тут хорошо, как тут красиво. Какие красивые кабинеты, сотрудники, цветы, что будут учиться мой сын и так далее. При каждой продаже квартиры метод. И знаете, сработало. Так и есть. Обычно это все работает.
Андрей Андреевич, пишет Юля, подскажите, пожалуйста, как помочь новорожденному или новорожденному при коликах? Новорожденному при коликах необходимо давать кипяченую водичку. Хотя врачи сейчас говорят, что делать этого ни в коем случае нельзя. Тем не менее, хочу вам сказать, что если давать принудительно ребеночку по ложечке кипяченой воды, то колики сами по себе исчезнут. Также держать как можно больше в вертикальном положении. Какие существуют обряды? Существует обряд, необходимо рисовать цифру 6 на животе, тогда газы выходят. В случае, если не особо пища переваривается и очень быстро выходит, то необходимо на животе рисовать пальчиком цифру 9. Зеленая нить мантры о поиске работы, философия школы полностью меняется. Спасибо большое, это я понял, отзыв. Ирина пишет, Андрей Андреевич, здрасте, спасибо вам большое за ваши семинары, вы делаете меня счастливой. Вопрос, у моего парня много обид и негативных воспоминаний из детства. Он любит часто вспоминать о том, как с ним плохо обращались друзья и родители. Любит раздувать обиды на пустом месте, делает виноватыми всех вокруг. Когда вспоминает, становится раздраженным и злым. Как ему помочь или намекнуть на помощь? Ага, в этом случае вам поможет понимание того, что называется ментальные сети. Давайте сегодня еще раз об этом скажу. Вот смотрите, допустим, у меня есть точно такой же, как у вас, мужчина. У меня, допустим, есть такая женщина. Она все время плачет, у нее все в жизни плохо. Она мне раздражает, скорее всего, потому что я хочу жить по-другому. И я ее начинаю воспитывать и начинаю говорить, да не стоит тебе это делать. А вы знаете, что когда так воспитываем мы другого человека, то фактически мы становимся тем человеком, кто одевает очередные ментальные сети на этого человека и мешаем этому человеку в жизни измениться. И тут такой вопрос. А что же тогда делать, если воспитание не помогает, если Дуйко говорит, критиковать нельзя, если мы дополнительно говоря об этом человеку, еще и одеваем на него ментальные сети? Как же мы можем, не обвиняя, не воспитывая, поменять человека? В этом всем нам помогут ментальные сети. Вы должны, когда человек не видит, утром или вечером произносить следующие слова. Говорить. А вот у меня зато мой молодой человек, или там, а вот зато моя молодая там девушка, или там любимая жена, или там любимая знакомая, она никогда не обижается, она забыла все свое прошлое, в ее жизни только радость, она очень часто улыбается, перестала там вредничать и так далее. И произносите это несколько раз, там до 10 раз, и делайте это 3 раза в день. То есть, что я предлагаю делать? Алкоголика необходимо менять, изменяя ментальные сети, которые есть на нем. Можно ли использовать какую-нибудь практику? Сбрасывайте с него сети. Поднимайте его на небоскреб, как я объяснял, из темницы. Заливайте темницу бетоном. А также не забывайте о том, что ментальные сети имеют очень важную роль для человека. Поэтому вы можете одеть сверху свои ментальные сети на этого человека. Допустим, муж ушел на работу, и он там негативит или вредный очень. Вы начинаете говорить со слова «а». Говорите, а вот у меня муж зато, он обожает меня, все время говорит мне о любви. А мой муж, он зато, там, или мой муж, он такой-то, такой-то, он ко мне хорошо относится, он забывает о том, что с ним происходит, у него появляются новые силы, он полностью изменяется или он скоро полностью изменится. Таким образом, у вас произойдет одевание ментальных сетей поверх старых ментальных сетей, а есть такая особенность, чем свежее ментальные сети, тем более эффективнее они работают. Вот такой простой метод, вы представляете, это все работает. А если в маленьком городе цветочные магазины все закрыты уже, это в любой четверг и пятницу нужно сделать. Это необходимо сделать четверг, пятницу, субботу или воскресенье, в любой из этих дней. Самые лучшие это пятница, суббота и воскресенье. Добрый день, извините за глупый вопрос. Вы на одном из вебинаров говорили, что нельзя ставить зеркало со стороны севера. Да. Это значит, зеркало на стене со стороны севера или со стороны юга смотрит на север. Нет, это зеркало, которое прикрывает своей задней частью север. Таким образом, делать этого ни в коем случае нельзя, потому что начинают по квартире шляться гневные духи и не знают, куда им выйти. Как известно, гневные духи обычно уходят на север. Виктория Рижова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Узнала о вас и ваших учениях совсем недавно. Прохожу первую ступень. Были некоторые способности, но они ушли. Возможно, сама заблокировала. Надеюсь, с вами практиками учения смогу вернуть и развить, а также другие аспекты жизни. Спасибо, что даете возможность становиться лучше. Пожалуйста, Виктория. Уважаемый Андрей Андреевич, просим, подтвердите, пожалуйста, ритуал проводы голодных духов. Окей, учту. Уважаемый, пишет Элечка, гениальный, потрясающий учитель.
Пожалуйста, посмотрите, в каком году я выйду замуж. Мне почти 100 лет. Заранее простите за дурацкий вопрос. Хорошо, Эля. Так, сейчас у нас 19-й год. В октябре аж 22 года вы, скорее всего, выйдете замуж. Пусть покажут жениха. Достаточно молодой мужчина будет. Достаточно молодой, стройный, красивый, кучерявый. Такой на Есенина похож. Андрей Андреевич, очень понравился семинар Асаны. Спасибо вам большое за ваши труды. Единственно, хотелось бы спросить, можно ли несколько асан в день использовать, по сколько минут их держать? И как только я получила результат, нужно ли их продолжать делать? Асаны выполняются так. Вы, допустим, есть асана развития сновидения. То есть человек опускает голову, ставит две руки, и после этого, здесь очень важно, начинает человек дышать. То есть я опускаю руки, вернее ставлю руки в виде асаны, после этого выкладываю свой лоб и начинаю дышать. Делаю это немного раз, от 7 до 15. После этого перехожу к другой асане. Специально находиться в асане нет никакой необходимости. В этой асане необходимо подышать. В случае, если что-то произошло, что вы задумали, данную асану можно дальше не практиковать. Ната Языкова. Андрей Андреевич, здрасте, спасибо вам за знания, которые вы нам даете. Пожалуйста. Я ваша ученица, прошла обновленную ступень. Делаю запечатывание себя и дома. 2 недели читала коды от негативных вибраций. Месяц для очищения энергетических центров и органов. Читаю коды и делаю практику звезду. У меня получается. Если вы делаете, то у всех получается. Все в порядке. Как можно проверить, получается или нет? Если есть очищение пространства, допустим, в квартире, то тогда все становятся спокойными. Начинают друг к другу хорошо относиться. Не вскакивают, если засыпают. Досыпают до 9 или до 10 утра. Просыпаются сонными, а не встревоженными. Также исчезают заболевания. У людей не поднимается давление. Все друг друга обожают. Есть даже мантра такая, помните, ее давал Ом Катеви Катероса Грасамани Соха. Это когда человек читает эту мантру, то все начинают в квартире друг к другу хорошо относиться, появляется любовь, уважение, тепло, ну и так далее. Так. А если запечатывать себя, пропадают нервные состояния, появляется внутреннее состояние комфорта. — 22 года поработала в найме, уволилась по состоянию здоровья. Теперь не знаю, в каком направлении двигаться, работать, чтобы деньги зарабатывать. Помогите, пожалуйста, через кнопку «Поблагодарить» отпустила. Спрашивает Гульмира, чем заниматься. Делайте все, что связано с выпечкой, а также все, что связано с кулинарией, выпечкой, а также там булочки, чебуреки, там вот такое. И продавайте это, у вас будет очень хорошо получаться. Смело можете начинать. Прохожу первую ступень по YouTube, подаренную вами. Могу ли я приобрести Сангая, не имея посвящения? Конечно, можете. То, что вы проходите, этого уже достаточно. Также я хочу сегодня вам сказать. Прямо на этом сайте Дуйко Гуру специально для вас в разделе «Шумы Ситхи Саунд» сегодня будут выложены тренажеры. Этих тренажеров будет несколько. В дальнейшем количество тренажеров увеличится. Сейчас я прочитаю об этих тренажерах. Первый тренажер будет называться «Визуал». Это тренажер, который нужно смотреть тем людям, которые хотят, чтобы их жизнь или судьба выровнялась. Необходимо 1 раз в день 10 минут просто смотреть этот тренажер. Можно ничего не представлять, а просто смотреть. Также можно произносить, допустим, те коды, которые там выложены. Это очень эффективно действует, выравнивает судьбу, убирает нервные состояния, панические атаки, депрессивные эпизоды, увеличивает материальное благополучие, делает человека более спокойным, везучим. Эффект проверен. Вот просто говорю, что эффект очень хороший. Также будут выложены тренажеры выравнивания судьбы, обретения успеха и везения от всех видов грыж, от геморроя, от депрессий, от психических отклонений, от эпилепсии и судорог. Стать богатым. Вторая часть, стать очень популярным, увеличить продажи в магазине, увеличить потенцию у мужчины, устранение невезения и зла в жизни. Таким образом, вы сможете просто выделять в день 3 или 5 минут и просто вместо медитации заниматься просто просматриванием и прослушиванием данного тренажера. Там очень быстро мелькают циферки, при этом слушается определенный шум. Эффективность данных тренажеров потрясающе высокая, опробована собой. На следующей неделе я постараюсь, или там через неделю постараюсь добавить еще дополнительные 20 или 30 тренажеров. Прям рекомендую вам.
Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мы ваши ученики, стараемся распространять ваше учение. Спасибо. В том числе и ваши советы по разным вопросам. Сегодня я встретила статью, где были собраны ваши высказывания из бесплатных вебинаров выступлений школы. Но я засомневалась по поводу 3 пунктов в... Сейчас. С автором статьи у нас развернулся целый диалог. Сошлись на том, что спросим у вас. Итак, первое. Планируйте скидки. Я не говорил. Они должны быть заранее придуманы. Нет, я не говорил. Я никогда никому не говорил, планируйте скидки. Я не планирую... сейчас я не в том контексте. Сейчас, извините. Планируйте скидки. Сори. Я не в том контексте просто понял. Смотрите. Когда вы занимаетесь бизнесом, то вы должны планировать скидки, они не должны быть стихийными. То есть, если к вам пришел покупатель, и этот покупатель говорит, я хочу купить, сделайте скидку, то если вы не планировали делать скидку, не давайте эту скидку. В случае, если вы собираетесь планировать скидку, а в каком еще случае это может быть? Ну, ни в каком. Поэтому не делайте скидки просто так, делайте их запланированными. Второе. Заработная плата мужа – это чужие деньги. Да, в магии заработная плата мужа – это чужие деньги. Поэтому в случае, если вы берете заработанные деньги мужа и покупаете на эти деньги кошелек, то этот кошелек вам в жизни счастья не принесет. А в случае, если вы взяли заработанные мужем деньги и потратили их на приобретение еды, то тогда все правильно сделали. В эзотерике кто что заработал, тому и принадлежит энергия. Таким образом, если вы, допустим, что-то энергетически при помощи денег собираетесь сделать, то вам необходимо знать, что вы должны эти деньги самостоятельно зарабатывать. То есть, если вы просто так используете деньги, то можете делать с ними что угодно. В магии, используя деньги, вы должны использовать только свои. Далее, нельзя дарить незаработанные вами деньги и не купленные вами вещи. Это приводит к нищете. Да. Я с этим согласен. Если супруг купил вам сумочку, вы ее не имеете права дарить. Вы должны спросить у мужа, можно вам ее подарить или нельзя. Вот так это устроено. Все 3 пункта сказал я. Это все описано в моей книге, которая называется «Магия денег». Если хотите, книжечку возьму сейчас и вам это все покажу. Алина Емченко. Но зачем это все выкладывать в каких-то статьях, я тоже не понимаю. На самом деле это мой коммерческий продукт. И считаю, что писать это все не очень корректно по отношению ко мне. Ну да ладно. Золотинка, которую нужно разглаживать, помогает. Код Припутав очень быстро, когда негативное настроение помогает. Восхищение помогает. Очень нравится НГ 10 и 30. На материальное благополучие золотая шестиконечная звезда помогает. Ритуальная защита. Ох-ох-ох. Все практики со ступеней. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Все в своем темпе делаю. Помогает. До всего и не вспомнишь. С уважением к вам и вашему делу. Алина Емченко. Большое спасибо, Алина Емченко. Итак. Если у вас нервное состояние или депрессия, как можно избавиться быстро? Я могу сказать, необходимо стать как жабка, указать большой палец левой руки, необходимо приложить вот так вот к колбу, согнуть ножки и вот так стоя начать очень быстро дышать. Если у вас паническая атака, депрессивный эпизод, нервное состояние, обижаетесь или злитесь на кого-то, то станьте вот так, как лягушка, и начните дышать, прикасаясь средним пальцем себе к колбу. Вы будете в восторге от того, насколько быстро это все убирается. Дальше. Спасибо вам за все. Все очень работает, но у меня не получается встретить любимого человека. Теперь вы должны сделать вот что. Вам необходимо купить букет цветов за свои заработанные деньги, и после этого быстро выйдете замуж. Проверено. Это делается быстро. После этого покупайте букет, чтобы вам нравился, и быстро найдете любимого мужчину. Хорошо, что вы есть. Вопрос для взрослой тетки несерьезный, 44 года. Как вам не стыдно? 44 года это возраст молодой женщины. Чтобы я больше не слышал этого. Я считаю, до возраста самой глубокой старости человек не должен себе говорить: я взрослый. Не говорите себе эти слова. Вы сами себя старите. Мы всегда молодые, всегда будем молодыми и умрем молодыми. Поэтому я хочу вам сказать, не нужно одевать на себя ментальные сети. Взрослая тетка, что вы такое говорите? А что, в 60 вы будете престарелые, а потом так долго не живут? Но уж очень хочется уже жить, и кому-то же жить хорошо, и с деньгами, и маме с дочкой помогать.
Вопрос, в каком деле, работе, сфере, деятельности я могу себя реализовать, применить, что для меня лучше всего. Сама я не могу понять, Ольга спрашивает. Ольга, у вас будет очень хорошо получаться зарабатывать деньги, если это будет связано с тестом. То есть это выпечка хлеба, это изготовление хлебобулочных изделий. Пожалуйста, теперь осталось только это реализовать. Пожалуйста, сможете заработать деньги. Лена, здравствуйте, Андрей Андреевич. Семинар «Противоядие злу» уникален, первое обновленное, невероятное. Мама сильно заболела. Когда приехала к маме, стала читать коды. Невероятно, она уснула, мама проспала утром 5 часов утра. Мама ходит радостная, говорит, у меня же моя собака голодная. Представляете, мама сама в шоке. Месяц болела и вот лучше стала. Ура вам, великий учитель Андрей Андреевич. Вот это да, низкий вам поклон. Спасибо. Лена, я гуляла с цветами 14 февраля и потом пошла к речке и бросила туда цветы, попросив для себя жениха. В этот год, 12 лет назад, вышла замуж. Это тоже работает, я тоже рекомендую так делать. Можно бросить в воду, можно не бросать. Скоро начнется зима, не будете же на снег бросать эти цветы. А если вы будете цветы покупать и ходить по снегу, и после этого выбросите их, то мужчина будет отмороженным. Это шутка такая. Конечно же, это не так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, почему при чтении некоторых, не всех кодов для здоровья очень сильно клонит сон? Хорошо ли это? Хорошо. Если от кодов клонит сон, то вам необходимо лечь и поспать. Это говорит о том, что заболевания из вас убираются. Именно поэтому не нужно бороться. Сознание мешает вашему телу выздоравливать, поэтому очень хорошо в это время поспать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Восхищена вашим трудолюбием, вашей человечностью. Спасибо. Заказала ваши препараты с тибетской формулы, жду. Начала оформлять российское гражданство и стала в ступор. Мне оставаться в Москве или уезжать в Украину? Оставаться ей в Москве или уезжать в Украину? Оставайтесь, Татьяна, в Москве. Дальше Зиля. Дорогой учитель, пожалуйста, можно узнать, получится найти работу в косметолог-салоне красоты? Спасибо. Получится. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Всегда рады вас видеть. Вы даже не представляете, не можете, как здорово, что вы у нас всех есть. Спасибо. Так приятно. Приобрела шум, семинары СНГЯ для замужества. Все делаю. Замужем никогда не была. Как вы думаете, у меня получится выйти замуж? Получится. Если вы долго не выходили замуж, то ваш будет самый лучший, самый хороший, самый обеспеченный. Сделает вашу жизнь фантастически прекрасной. Евгения Маковецкая. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Привела ваш семинар руны. Замечательная информация, как всегда. Имею вопрос. Заглавные буквы фамилии, которые не были вами названы, Б, В, Ж, они ничего не обозначают. Ждите, скоро будет семинар. Это семинар, который будет называться «Слога мага» или «Язык магов». Он, скорее всего, выйдет уже через неделю. Там на этом семинаре я буду говорить значения многих слов, кодов. И вы начнете сами для себя составлять заклинания, начнете сами для себя составлять талисманы. Очень рекомендую перед этим семинаром все-таки пройти семинар, который называется «Построение символов и знаков» Андрея Дуйко. Для того, чтобы быть в теме, потому что язык магов — это высший пилотаж в эзотерике. Ничего подобного никто никогда людям не давал. Очень рекомендую, вы будете в восторге и в шоке. Просто от той информации, которую я буду давать. Буква Ж и буква Ш и буква Щ все что-то значит. Самая лучшая Ф. Андрей Андреевич, ученица первой обновленной ступени. Каждый день работаю над собой, но произошла проблема. В моей коммунальной квартире появились незаконно соседи, которые выживают мою семью. Подскажите, пожалуйста, что делать, как от них избавиться? Помогите, пожалуйста. Возьмите траву пустырник и перед входом, там, где люди заходят, разбросайте траву пустырник по квартире и скажите, произнесите несколько раз тихонько имена тех людей, которые вас выживают. После этого они жить не смогут там. Спасибо вам за все, что вы даете. Это крутейшие методы. Жизнь меняется на глазах. Подскажите, пожалуйста, можно ли быстро вылечить грибок на ногте руки? Можно быстро вылечить грибок на руке ногте, если использовать мою мать, которая называется так, возьмите, смешайте. Ой. Ой, сейчас. Ой, я снял. Итак, для того, чтобы избавиться от грибка, это Евгений Дуйко, мой племянник. Красиво его на руках держал. Теперь его дочку на руках держал. Еще и внуки появятся, я еще их буду на руках держать.
Гульмира пишет: Андрей Андреевич, большое спасибо. Я как раз готовлю в один магазин выпечку. Вы гений. Итак, вернемся все-таки к вопросу о грибках на ногтях. Можно ли избавиться от грибка на ногтях? Конечно, есть очень хороший способ. Берется яйцо сырое, смешивается с уксусом, только не разбивается яйцо в баночке, настаивается 1 неделю, после этого прокалывается, смешивается с уксусом, мажется грибок. Если делать ежедневно, то грибок полностью исчезает. Только в случае, если это не псориаз ногтевого ложа. Тая: Андрей Андреевич, добрый вечер. Внесла пожертвование, помогите, пожалуйста. Муж стал вспыльчивым, особенно после рождения ребенка. Грубо отвечает, обзывает, ругается матом. Шайтан. Обвинить в неправильном уходе за ребенком. До замужества он сдерживал себя, так не вел себя. Но тяжело в такой атмосфере. Ощущение незащищенности, пропала легкость, так как не знает, что вызовет у него гнев. А еще опасения, что маленький сын эту манеру поведения, можно ли это как-то убрать? Конечно, я вас научу делать женские тайные магии. Итак, представляете, будто как только представляете своего мужа, представляете, будто он тянет к вам руки, подходит, и вы его обнимаете и целуете. После этого в течение дня представляете, будто он целует и обнимает вашего ребенка. Делайте это на протяжении дня более чем от 12, ну и дальше сколько захотите. Если вы начнете прямо с сегодняшнего дня это делать, то после этого вы будете в восторге от того, насколько это эффективно работает. Также на протяжении дня, когда вы поссорились, после этого отвернитесь и представьте, будто он подошел вас, обнял и поцеловал. И вы к нему протянули руки и тоже обняли его и крепко прижали к себе. Если вы будете так делать, то любая ссора у вас будет мгновенно заканчиваться. Очень рекомендую. Скажите, пожалуйста, если куплю СНГ-35 с тренажером, а я живу с детьми, можно им тоже этим пользоваться? Да. Альфия Решкова: Андрей Андреевич, подскажите, что делать ночью? Снятся кошмары и 3 дня расстройства желудка. Никакие таблетки не помогают. Свое дело, работаю с людьми. Что можно делать? Необходимо подходить к людям и работать с людьми только через призму своего духовного имени. Без духовного имени я бы не рекомендовал работать с людьми, а то от расстройства никогда не избавитесь. А то, что расстройство говорит о ваших низких тонах. Ну, извините, что это говорю. Но это неплохо и нехорошо. Итак, а как же избавиться от того, чтобы сны плохие не снились? Первое, это говорит о том, что вы еще не докопались до элемента ядра самого заболевания. Скорее всего, вы работаете с онкологическими болезнями. В случае, если человек начинает работать с онкологическим болезням, то тот, кто является целительством, первые 2 дня ему снятся кошмары. 2-й, 3-й день ничего не снятся, а 5-й, 6-й день, в общем, снится то, что привычно снится. Поэтому в случае, если вы лечите, у вас снятся кошмары, это правильно. Это, скорее всего, вы убираете первопричину заболевания ночью. Но вы до ядра еще не докопались. До ядра онкологического заболевания можно докопаться только где-то через 3-4 дня. Можно ли его убрать эзотерически? Можно. Сколько времени на это уходит? 5,5 часов. Могу ли я это сделать? Могу, но делать не буду. Объясню почему. У меня нет времени. А если мы заплатим? Я не знаю, сколько мне нужно заплатить для того, чтобы я этим занимался. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Все-таки, что же делать теперь, чтобы сны плохие не снились? Первое, можно одевать зеленую футболку. Второе, одевать обязательно чепчик на голову, такой как у Буратино, длинненький. Третье, можно поставить стакан молока возле изголовья, а в молоко добавить обязательно меда. Четвертое, взять горечь какую-нибудь, добавить эту горечь, допустим, соль, магнезию или английскую соль в воду и помыть полы под кроватью, где вы спите. Пятое, можно взять любую горечь, допустим, полынь, и положить ее, или исландский мох, и положить в мешочке у изголовья своей кровати, где вы спите. Тоже сны перестанут сниться. Также любые горечи убирают страшные сны. Вообще возле кровати хорошо ложить что-то горькое. Полынь, допустим. Ну, кроме зверобоя. В январе месяце будет плановая КС. Доктор разрешила самой выбрать дату рождения малыша. С 14 по 20 января. Какую дату лучше выбрать? Ставьте 18. Андрей Андреевич, здравствуйте. Повязала желтую нитку. Удалось не только поправить женское здоровье, но и забеременеть. Ура! Хотя мы и не планировали. Был выкидыш. 5,5 месяцев назад нитку сняли, стали тесно животику. Надо ли? Скорее всего будут. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, произойдут ли позитивные перемены в жизни моей матери? В каких сферах? Быстро не произойдут. Так и будет. Вот оно долго как-то. Ничего такого особого и очень хорошего не произойдет.
Ну, все из-за того, что очень злая. Вот результат моего обучения в школе, пишет Светлана Ильченко. Кстати, хочу сказать вам, что это настоящие отзывы, я их читаю прямо сейчас на своей странице. Вот, вебинар по эзотерике. Вот, видите, я читаю на этой странице. Поэтому те люди, которые пишут потом у меня под вебинарами, да это все ерунда, он этих людей купил. Люди, скажите, товарищи, я вас подкупал, что вы это все пишете. Светлана Иванченко. Вот результат моего обучения в школе. 3 раза подряд выиграла сертификат на товары для творчества. Это просто восторг. Ура, Наталья, мир, творчество. Сама удивляюсь. Вот ты везунчик. Ну все честно. Сама видела видео. Первая попытка и бац, номер 13. Наталья, мир, творчество. Светочка, я не знаю, как ты это делаешь, но у тебя опять первое место. Ты случайно экстрасенсорными способностями не обладаешь? Я в шоке. Не поверила своим глазам, когда увидела, что 15-й номерок твой. Ура, поздравляем вас, Светлана. Бац, творчество. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что можете посоветовать, если в семье были повешенные люди? Или это не важно, не влияет на всех остальных? Да, это влияет. Если повешенный человек был и он жил в той квартире, где вы находитесь, вы должны сделать вот что. Вам необходимо взять бревнышко, спалить это бревнышко и выдернуть из него его из огня, чтобы получилась головня. Эту головню нужно обязательно обмотать и положить где-нибудь в своем доме. Тогда мертвый повешенный не будет входить в вашу квартиру и никогда больше не зайдет, а просто с миром перейдет в мир иной и после этого родится новым человеком. Головня такая, она должна храниться на протяжении 1 года. То есть берется головня, она заматывается в тряпку, куда-нибудь в доме прячется, так, чтобы ее никто не трогал. На протяжении года она содержится в семье, после этого выбрасывается. Тая внесла пожертвования. Помогите, пожалуйста, муж стал вспыльчивым, ответил вам. Мантра КТ-ВКТ работает хорошо. Еще хочу сказать спасибо за обряд старой 2 ступени. Сжигание на свече. Хотя прошла уже новую 4, но никогда не применяла этот метод. И вот на днях решилась. И о чудо, все сработало. Так тряхнула супруга, аж сама испугалась. Но через неделю еще повторила, сработало. Ура, учитель, буду продолжать, пока не сработает, сожгу проблему. Конечно, и так и пить бросит. Андрей Андреевич, второе направление, которое хочу открыть в ближайшее время, это десертное кафе. Не мечтайте. Если вы мечтаете, делайте. А если не делаете, не мечтайте. Потому что очень часто люди своими мечтаниями просто разрушают свою судьбу. Если вы мечтаете, то делайте. Или ничего не делайте. А то вы еще ничего не сделали, а второе хочу, а третье какое хотите, прекращайте. Это нехорошо, то что делайте одно, потом получилось одно, делайте второе. Одной попой на 2 сиденьях сидеть нельзя. Не хотела писать вопрос, но вы сегодня в прекрасном настроении, рискну. Скажите, пожалуйста, чем мне заняться, в чем могу себя реализовать? Чем заняться Виктории Ризовой, да, или Рыжовой? Вам надо заниматься все, что связано с оформлением и дизайном, особенно елочными игрушками, подарочными игрушками. Я не знаю, это либо самим делать, либо продавать, либо оформлять. Из вас получится хороший дизайнер чего-то такого красивого. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, произойдут ли позитивные изменения моей матери? Уже ответил. Андрей Андреевич, наша собака заболела чумкой. Можно ли ей помочь? Можно ей помочь. Сожгите волосы собачьи, смешайте это с яйцом и водкой и влейте ей в ротик. А вообще лучше обратиться к врачу. Тем не менее, могу сказать, что эзотерически именно так можно помочь. Не перестаю вами восхищаться. Каждый день слушаю ваши ролики, использую практики, ваши советы. Помогает. Спасибо огромное. Спасибо. Андрей Андреевич, спасибо за труды. Подскажите, решится ли мне трудный вопрос с нашим домом? Не разрешается с 2011 года. Нет, аж до конца 2020 года не решится, но решится после 2020. Помогите, муж ответил. Все это такое, вспыльчивый. Или вы не слышите, что я вам отвечаю? Андрей Андреевич, ой, как быстро идут. Очень хочу освоить новые. Что там новые хотите усвоить? Новые знания
по трейдингу, пока тяжело даются, смогу ли я освоить зарабатывать. Бросайте, не получится у вас зарабатывать, только попадете на деньги. И я думаю, это связано с тем, что те люди, которые вам эти знания дают, сами даже не представляют, что это вам не нужно. Не заработаете вы деньги, деньги потратите на обучение. Хочу по этому поводу рассказать интересный очень анекдот, также прорекламировать свою книгу, которая называется, сейчас я ее возьму, она называется... Сейчас. Она называется «Доктрина бизнеса». Вот так выглядит она. О, я уже могу ходить по офису. Называется «Доктрина бизнеса». Очень хорошая книга, ее очень рекомендую. Товарищи, если вы хотите по-настоящему понимать, что такое бизнес, я рекомендую эту книгу. И по этому поводу такой анекдот. Звучит он так. Однажды два тренера, которые преподают эзотерику бизнеса, или два тренера, которые, это для учеников школы Кайлас, которые закончили 5 ступеней и сейчас преподают мою эзотерику. Я для них хочу за такой анекдот рассказать. Это там для Игоря Олейника, Галины Вовчок, там вот для Иры Малышевой и так далее. Я хочу специально для них рассказать этот анекдот. Однажды два бизнес-тренера или эзотерических тренера, они подошли друг к другу и говорят, как нам научиться, один другому говорит, слушай, как заработать деньги? Что мне нужно для этого делать? Второй говорит, я тебе сейчас расскажу. Он говорит, нет, я рассказать и сам умею. Мне бы как заработать. Я вообще хочу сказать, что зарабатывать деньги – это наука. И зарабатывать деньги нужно уметь. Именно поэтому, если вы собираетесь этим заниматься, я очень рекомендую свою неэзотерическую книгу, которая называется «Доктрина бизнеса». Начните именно с нее. Здесь я объясняю, какая должна быть мотивация. Здесь я объясняю, какие ошибки люди совершают. Она очень интересная. Также я хочу сказать, что мне было бы интересно работать с людьми, которые бы популяризировали мои книги и продавали со своих, допустим, магазинов эти книги. Я готов сделать небольшие скидки, а также обсудить вопросы их реализации. Если у вас есть такое желание, обращайтесь ко мне, пишите в Facebook, я готов услышать ваши предложения. Если у вас такое есть, я готов эти предложения услышать. Здравствуйте, учитель, восхищаюсь вашими знаниями, всегда нахожу ответ на вопросы в ваших вебинарах. Меня беспокоит, когда смотрю на людей, неосознанно они спотыкаются или поперхаются. Это у меня с детства. Сестра говорит, такое есть. Сестра, это говорит о том, что у вас есть сглаз. Каким образом можно убрать свой сглаз так, чтобы он влиял на то, чтобы у людей было все хорошо, и вам это не мешало, и им не мешало, так как за это наказывают? Необходимо многократно на вдохе и выдохе произносить слог хум. Хум. Вот так. Если вы глазливый человек, как и я, то вам необходимо вот такой слог произносить. Тогда все будет хорошо. Если человек произносит хум, это одновременно, как это с магического языка переводится? Слово х устранить, слово у множественность, слово м множественность и слово у плохого взгляда. Устранить множественность плохих взглядов. Именно поэтому, если девушка, допустим, ходит и она красивая, на нее смотрят люди, завидуют, у нее могут появиться прыщики. Для того, чтобы этого не было, ей достаточно произнести многократно слог хум на вдохе и выдохе. Это уберет у нее самый настоящий сглаз. Меня зовут Алексей, мне 18. Моя мать была на вашем МК. Вы дали там мне духовное имя, сказали, что оно будет мне помогать. Подскажите, пожалуйста, я сейчас работаю в агентстве переводчиков на сайте знакомств. Но хочу открыть свой бренд одежды. Подскажите, чем мне нужно заниматься, чтобы я встал на правильный путь? Вы правильным путем идете. Ваш путь правильный. Найдите человека, который будет из Америки вам присылать обувь, и начните продвигать такую обувь на территории своей страны. Если у вас нет такого человека, на мне сейчас обувь, я не знаю, как вам ее показать. На мне сейчас обувь, и я сейчас сниму. Недавно я был в магазине в городе Киеве, который называется «Американская обувь». Она называется «Магнани, Италия». Сделана она в Италии, написано Made in Portugal. Сделана она в Португалии. Так вот, в Украине такая обувь, я ее недавно встретил. Прямо Магнани, точь-в-точь, такая же обувь, она из настоящей твердой кожи. Пахнет кожей, очень красивая кожаная подошва. Вы представляете, эта обувь в Украине стоит аж целых $750. А
в Америке вот этот туфель купили аж за целых $120. Скажите, разница существенная? Конечно, что нужно сделать? Найти людей, которые в Америке вам будут такую обувь присылать. После этого вы ее распространяете в Инстаграм. И после этого зарабатываете на такой обуви. Все, готовый бизнес. А можно читать коды вечером, когда уже темно? Можно. Ой-ой, как быстро, как быстро. Спасибо большое за ваш труд. Я счастлива иметь такого учителя в своей жизни. Можно один вопрос? У меня, как я считаю, как у нормальной женщины, есть желание выйти замуж и узаконить наши отношения с моим другом вместе 5 лет. Он ведет себя странно, не проявляет к этой тенденции интерес. Стоит заморачиваться или жить в статусе? Стоит заморачиваться. Я хочу вам сказать, что это нужно больше для мужчин, чем для женщин. Дело в том, что когда мужчина живет с женщиной, он живет для нее. И очень важно, чтобы это все было зарегистрировано. А еще такая особенность. Про мужчину Бог в книге Библия в свое время сказал такие слова. Он сказал: обзаводись семьей. Делай так, чтобы там в Библии было сказано, что каждый мужчина получит, сколько ему необходимо, если он верующий. Также там сказано, что обзаводись семьей, потому что ты будешь получать больше, потому что Бог будет давать одиночки только для него, а если у него есть семья, то для него и для семьи. Поэтому пусть семья тратит на здоровье, не считайте этого. Пусть семья хочет на здоровье. Делайте семью большой, тогда вы будете богатыми. Посмотрите, у всех богатых людей обычно очень большие семьи. У Лакшми Миттала вообще там чуть ли не 19 детей. Уважаемый Андрей Андреевич. Эх, так быстро пишите. Могу ли я поблагодарить вас после вебинара и в другое время, просто на карте нет денег? Да что с вами? Я что это делаю за деньги? Ученица бесплатной первой ступени. Я очень хочу замуж. Выйдите замуж. Здравствуйте, помогите, каким бизнесом лучше заняться, когда выйду замуж? Наталья Подгорная. Когда Наталья Подгорная выйдет замуж? Выйдите замуж в сентябре 2020 года. Каким бизнесом Наталье Подгорной лучше заниматься? Бизнесом логиста транспортной компании, или заниматься перевозками, или ездить за рулем, или заниматься бизнесом, который связан с автомобилями. Вот такое что-то нужно. Андрей Андреевич, купила серебряную звезду Давидова. Ага. Ушло сообщение. Очень много, я так понимаю, у нас сегодня здесь есть. Меня зовут... Ой, боже. Меня зовут... Ой, боже. Глубоко уважаемый Андрей Андреевич, я ученица первой обновленной ступени. Планирую в ближайшее время приобрести вторую. Также работаю с Ангая, магия Египта. Я и раньше всегда была веселая, сейчас полное удовольствие, радость и адвайта. Научилась... Ой, это очень хорошо. Научилась накапливать все энергию. Это чего-то мне не хватало. Да, спасибо. У меня просьба, подскажите. Хочу начать изучать карты. Ждите мои карты, не торопитесь изучать чужие. Или чем-то другим заниматься. Можете изучать карты, но подождите мои. Уже скоро выйдут мои карты. Они очень хорошо гадают. Я научу ими пользоваться. Они потрясающие. Они даже отвечают на вопросы конкретные, типа там код или там номер и так далее. У меня в последние годы нету отношений. Ну, к сожалению, я больше читать ничего не могу, потому что сообщения идут просто с невероятной скоростью. Я очень извиняюсь. Мне бы хотелось вам, конечно же, что-то посоветовать, но, к сожалению, я этого делать не могу. Количество писем очень большое, и прочитать я это уже не имею возможности. Поэтому извините. Итак. Погадаю я кому-нибудь. Итак, погадаю я Ольге. Скажите, пожалуйста, у меня получится купить новую квартиру? Итак, у Ольги получится купить новую квартиру? 136. Чтобы научиться быть добрым человеком, нужно научить себя удивлять и восхищаться. Восхищайтесь чаще. Ольга, для того, чтобы купить новую квартиру, начните восхищаться чаще. И мой совет такой. Начните восхищаться чаще. Пусть у вас восхищение будет ежедневным, по много раз. Если вы это будете делать, то вы, скорее всего, очень быстро приобретете квартиру. Андрей Андреевич, можно ли заниматься эзотерическими практиками при работающем
при работающем телевизоре. Можно, я всегда занимаюсь эзотерическими практиками, мне ничего не мешает. Дальше. Ирина, здравствуйте, Андрей Андреевич. Просто спасибо огромное за ваши труды для учеников школы. Как эзотерически избавиться от ревности? Для того, чтобы избавиться от ревности, необходимо ставить ритуальную защиту, а также пройти 4-ю ступень школы. После этого все отключится вообще. Я вам могу сказать, что ваш муж, он никому не нужен, кроме вас. Вообще никому не нужен. Это вы еще там кому-то нужны, а он... У меня последние годы нету отношений, все время какие-то препятствия. Когда-нибудь выйду замуж, заранее спасибо. Ирина Горская, выйдет она замуж? Ой, выйдите, хороший мужчина будет, высокий такой, молодой, смешливый такой. Добрый вечер, читала код Ямды, Жиля, встретила мужчину, у него 2 детей. Отлично. Стоит ли продолжать отношения? Стоит продолжать отношения. Когда продам дом? Ура! Когда-то ж продадите. Пожалуйста, подскажите. Ура, дратути. Добрый вечер. Дратути, да. Подскажите, пожалуйста, чем мне заниматься? Ну, сори, друзья мои. Читаем дальше. Итак, а давайте-ка сегодня, как бы по окончанию данного сегодняшнего вебинара, кстати, нужно посмотреть, у нас чат транслируется в YouTube. Сейчас, может, сегодняшнего вебинара хочу почитать вам часть текстов из моих книг. Итак, первая книга, она называется «Доктрина бизнеса». Итак, какая страница? Кто какую страницу хочет? Напишите страницу. Скажите, пожалуйста, мужу предложат работу? Получится, получится. Плохую работу предложат. Добрый вечер. Каким бизнесом мне лучше заниматься? Почему вы думаете, что я хочу вам это сказать? Занимаюсь живописью, но заработать на этом не получается. Может, я занята не своим делом, подскажите, стоит ли изменить мне деятельность? Стоит изменить. Начинайте обучать заниматься живописью, тогда сможете зарабатывать на живописи. А до того момента, пока вы сами занимаетесь живописью, заработать не сможете. Просто спасибо огромное. Можно ли читать мантру Ом Жиля? Можно читать. Приятно слышать, надоело, ушла на пенсию, выбилась из колеи, работу не могу найти. Еще немного и сойду с ума. Подскажите, как мне найти работу? А неужели вы не знаете практик? Там же есть у нас практики, там, когда человек представляет, будто у него много рук, и после этого там читает мантру. Проходите 1-ю ступень школы Кайлас, там же все это есть. Итак. Почему рушится бизнес? Это глава из моей книги, которая называется «Андрей Дуйко. Доктрина бизнеса». Мотивационная книга-бестселлер. Почему рушится бизнес? Вы видели, наверное, таких знаменитых бизнесменов, которые хорошо занимались бизнесом. У них все очень хорошо получалось, а потом в один момент у них все обвалилось. Или такой пример: на очень высокой должности стоял человек, все получалось, и после этого полностью этот бизнес обвалился. И часто никто не может понять, почему это происходит. И семья хорошая, и человек хороший, в чем же проблема? А проблема заключалась в том, что этот человек, скорее всего, изменял своей жене с другой женщиной, и эта женщина изменила мужу. То есть у человека появились беспорядочные половые связи. А какая особенность таких измен? Вот подумайте сами. Женщина легкого поведения, скорее всего, приходит в этот бизнес не от хорошей жизни. Но я не тот психолог, который может оценить ее психоэмоциональное состояние. Это гипотетически. Но она приходит туда, потому что у нее получается зарабатывать. Скорее всего, она пошла на это от какого-то безвыходного положения. Естественно, ни родители, ни близкие, никто не знает, чем она занимается. И можно сказать, что она туда попала из-за безвыходной ситуации, тяжелой жизненной ситуации. Богатый мужчина, когда с ней спит, энергетически принимает ее финансовый уровень, и у него на протяжении нескольких часов происходит сильнейший энергетический, финансовый и денежный обвал. Колоссальный обвал, вы представляете? Если мужчина не подходит женщине, то тогда у женщины начинаются заболевания почек, цистит. У мужчины начинаются заболевания предстательной железы и так далее. Тогда семью эту нужно чуть-чуть пересмотреть, найти общие ценности по отношению друг к другу, и либо искать возможности компромисса, либо искать возможности быстро разбежаться в разные стороны.
Естественно, если женщина переспит с очень богатым человеком, то это даст ей возможность выйти на определенный финансовый уровень. У нее появится везение, ей дадут больше денег, у нее появятся богатые поклонники и так далее. Но если мужчина переспит с женщиной, которая очень бедная, это может его очень сильно обвалить в его бизнесе. Недавно ко мне обратилась женщина, дочь одного очень знаменитого человека, который работает рядом с властимущими. Он занимал очень высокую должность в стране, очень красивый мужчина. Она говорит, его увольняют. После этого я задаю вопрос. Скажите, у него были недавно какие-нибудь отношения с девушкой? Она говорит, он у нас умудряется. И вроде никто не знает, а потом вдруг все об этом узнают. Он красивый, умудряется ни одной юбки не пропустить. Естественно, среди этих юбок не только богатые женщины были, а еще и бедные. Вот он и попадал на этих бедных женщин, будучи взрослее, пьянее и дурнее. Естественно, в этом состоянии выбирал, кого попало, не особо утруждаясь пониманием того, что это вообще за человек. И после этого он энергетически очень сильно обвалил свой бизнес. И его с этой работы без объяснения уволили. Он тут же подал в суд. И в тот же день, когда подал в суд, поехал к любовнице. И дочь спрашивает, а можно ли помочь моему папе? Я говорю, это каким же образом? Я ей говорил, что интимные отношения – это важный критерий. Ну и далее. Надеюсь, нравится то, что я читаю. Не знаю, почему попало именно на это. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, когда моя мама выйдет замуж? А скажите, я что здесь, гадалкой работаю или как? Скажите, друзья мои, что гадалка? Или я должен вам гадать? Или вы считаете, то, что я могу просмотреть для людей, является основным принципом для того, чтобы я проводил этот вебинар? Или вы считаете, что я обязан вам чем-то? Я хочу вам сказать, один из эзотерических принципов звучит так. Никто никому ничем не обязан. Я зарабатываю деньги на том, что я могу человеку предсказать будущее или что-то изменить. Поэтому давайте или платите, или не задавайте. Итак, ученица первой ступени долгое время не могла найти достойного кандидата, а тут сразу два. Один намного старше, второй моложе. С вашей помощью, конечно же, подскажите, пожалуйста. Сейчас. Опять подскажите, пожалуйста. Все, не получился вебинар. К сожалению, вы его сломали. Ну что же вам сказать? Получается, теперь функция «Задай вопрос Андрею Андреевичу», она недоступна. Ну что ж, будем продолжать читать. Итак. Камела. Мне помогает мантра от 15 планет убирания негативного влияния. При помощи практик разматывания узлов убрала растущую около глаза непонятную родинку, достаточно большую. Татьяна Серпунь. Еще медальон для выигрыша в суде работает. Знакомый сбил на машине пьяного пешехода. 2,5 промилле. Вне пешеходного перехода. Но так как мой знакомый по жизни невезучий, то дело оформили как ДТП, как на пешеходном переходе. Еле уговорила его носить медальон, и медальон сработал. Пусть не совсем освободили от ответственности моего знакомого, но срок дали минимальный. А через полгода он попал под амнистию. Ура! Ольга Сиренко. Метод синей воды от боли помогает. Сангая есть в записи на ютубе, который ведет Светлана. Помогает нормализовать самочувствие на достаточно долгий период. Сангая опять убирает зло, и на следующий день везет, уходит любая боль. Людмила Зыбрыцка. Добрый день, Андрей Андреевич. Рада поделиться еще одним результатом. Неделю назад высылала важные документы в консульство и представила, как вы учили себя вихрем, а надо мной полумесяц и шар с положительным решением. Ровно через неделю пришел положительный ответ, хотя многие люди ждут месяцами в очереди на прием, а нам, кайласовцам, очень везде, благодаря вам, везет вашим чудесным практикам. Кстати, хочу вас пригласить завтра на наш групповой вебинар, который будет посвящен здоровью, который называется Сангая. Я уже не знаю номер. Это Сангая будет посвящено работе со здоровьем, также оно будет являться целительным Сангая. Я постараюсь поработать с группой, в общем-то, и со всеми моментами, которые этому соответствуют. Приглашаю, приходите. 36-е. Таня, дайте мне чашечку. А вот лежит водичка. В каком-то из вебинаров Андрей Андреевич говорил, что хорошо очищает квартиру подсолнечное нерафинированное масло. Если ставить его на ночь каждую ночь в комнате, где вы спите, то очень хорошо очищает помещение. Этот метод также помогает при психических расстройствах. Согласен. Молочко, сливочное масло и подсолнечное масло очищают помещение.
Дорогой Андрей Андреевич, очень рада, очень рада. Спасибо, обратилась к вам за помощью, помогли дочери сдать экзамен. Ура! Я в восторге, я всегда верила и останусь вам верной до конца своих дней. Это счастье быть рядом с вами. Неустанно говорю вам спасибо. Это спасибо без границ. Спасибо и вам, Лилия Глущенко, за прекрасный отзыв. Татьяна Щеглова. Помогают все виды ритуальной защиты и теперь духовное имя. Очистка квартиры. Стрелочка помогла многократно. Символ Сяо-Сянь многократно. Маятник. Все методы работают. Кое-что быстрее, кое-что медленнее, но все методы работают, если есть пси-энергия. Итак, а теперь вторая книга моя называется «303 совета для счастливой жизни». Вывод номер 116. Плохо людям живется, так как очень часто они живут в состоянии конкуренции, так как будто им необходимо выживать. Но ведь если выживать не нужно, то, возможно, нужно убрать конкуренцию. Тогда зачем доказывать женщине или женщиной доказывать своему мужу, что она красивее всех остальных, если он твердо решил с ней прожить всю свою жизнь? И ведь конкуренция и заставляет мужчину совершать глупости или неправильные поступки в нашей жизни. Ага, страница номер 6. Сейчас я открою страницу номер 6. Так как очень яркие лучи солнца могут навредить человеку и его жизни, так же и ветер и суровый холод могут причинить вред человеку и даже убить его. Так и наши эмоции, яркие или угрюмые, могут уничтожить нас и убить наших близких. Не стоит перегибать палку, чтобы ее не сломать. Стремиться при этом следует к состоянию присутствия, не охлаждая, не перегревая себя окружающих своими эмоциями и чувствами. Приобрести состояние ровности возможно. Для этого необходимо развить в себе внутреннее состояние уважения, искоренить сострадание к своим чувствам и чувствам окружающих для нас людей. Это и называется состоянием Адвайты, которое дает осознанное сострадание, осознание непринимания позиции одной или другой стороны чувств своих или другого человека. Не может человеческое существо сдвинуться хотя бы на один шажок к состоянию духовности, не развив в себе хотя бы малейший навык Адвайты. Очень смешные вопросы задают люди. Андрей Андреевич, помогите мне или скажите, смогу ли я построить большой бизнес? О чем вы думаете? Начните думать о том, чтобы что-то делать, а не большой. Вы еще никакой не построили, вам уже большой нужен. Смогу ли я купить большой дом? Купите маленький сначала. Смогу ли я построить счастливую судьбу? Вы уже ее строите. Есть два принципа жизни. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно делать это. Нужно обучаться и делать, вы понимаете? Для этого никаких преград не существует. Смогу ли я большой? Начните обычный. 12 страница. Посмотрим, что там на 12 странице у нас будет. Общество делится на две основные категории – потребители и руководители. Потребители хотят, чтобы им давали как можно больше, но так, чтобы для этого ничего не делать. Руководители хотят эксплуатировать. Эксплуатация связана не только с эксплуатацией людей. Они несчастно эксплуатируют и свою жизнь, и свое тело, и свои чувства, и даже Бога через свою веру. Все остальные люди в обществе – это те, кто еще не принял условия игры. Вы должны это понимать. Это очень важно для тех людей, кто собирается бизнесом. Нужно быть эксплуататором. Нужно эксплуатировать чувства, тело, эксплуатировать людей, иметь желание, иметь знания, постоянно работать над собой. МК, жизнь пошла в тартары. Муж ушел, работа ушла, подработка ушла. Это скатывание. Тогда у вас все изменится. Страница 9, сейчас я ее прочитаю. Может ли Бог всех любить? Для Бога состояние приоритетности невозможно, именно поэтому каждый имеет право на жизнь. Почему же один человек быстрее умирает, а другой медленнее? Значит, приоритеты все же есть. Ответ такой – нет. То, что человек умирает быстрее или медленнее, это целиком связано с его персональным выбором. Это выбор заключается в том, что чувства его начали подавлять его сознание.
Любовь – это чувство, у которого должны быть приоритеты. Значит, любая любовь управляется сознанием. А двоетичное сознание – это сознание, которое не манипулируется чувствами. Так чувствует Бог. В Адвайте нет своих и других. В Адвайте всем все равно. Просто спасибо. Пожалуйста. Можно ли читать мантру «Ом намо»? Ночью можно, да. Очень рад вас видеть. Вернулся опять. Решил начать обучение правильно. Спасибо, правильно. Дальше. Очень интересно ваше мнение о тибетской книге мертвых. Я считаю, что то, что написано в тибетской книге мертвых, ложь. Заблуждаться. Можно ли использовать аромапалочки с бамбуком для энергетической очистки помещения? Можно. Найти достойного мужчину. Сразу два. Как понять, кто из них мой мужчина и настроен серьезно? Тот, кто дарит самые дорогие подарки. У мужчин оно так устроено. Если мужчина дарит дорогие подарки, если мужчина дарит, очень задаривает, если мужчина прямо звонит и там обожает, то тогда именно этот мужчина и важнее. Но женщина выберет именно того, кто с ней больше спит. Она думает, что любит тот, кто с ней больше занимается интимными отношениями. На самом деле это не так. Тот, кто больше дарит, тот больше любит. У мужчин именно так устроено. Для женщин это обычно вызывает шок, потому что они думают, кто с ними спит больше, тот и больше любит. На самом деле это абсолютно не так. Тот, кто больше спит, это страсть проявляется. А тот, кто больше платит, тот и больше любит. Потому что для того, чтобы заняться интимными отношениями, просто необходимо возбуждение. А для того, чтобы подарить дорогой подарок, необходимо отработать с утра до ночи неделю. Конечно же, что дороже, дорогой подарок или просто переспать с женщиной? Обычно выбирают вот таких, у которых просто страсть. А нужно выбирать те, которые дарят. Нужно устроиться на работу, а желания работать в наемному труду нет. Подскажите, очень хочу развить свой бизнес. Я не отвечаю на такие вопросы. Достаточно. Или надо отвечать на такие вопросы, я даже не знаю. Это просто будет неинтересно потом тем людям, которые будут слушать этот вебинар. Когда у меня будет ребенок, почему вы думаете, что я должен это говорить вам? Страница 88. Сейчас открою. Страница 88. Страница 88. Ощущение радости, ощущение счастья – это тайный эликсир бессмертия. Тот, кто пользуется им, будет жить вечно. Я могу сказать вам, что вот это ощущение радости, ощущение счастья – это очень важные элементы жизни человека. Нужно находить возможности чувствовать себя счастливым. Нужно не торопиться жить, а в те минуты свободы, спокойствия, в те минуты, когда вы гуляете, или в те минуты, когда вы никуда не торопитесь, в эти минуты нужно найти ощущение счастья. Нужно найти ощущение счастья на улице, не на улице, в момент разговора с кем-то. А ощутить счастье невозможно, если человек напряжен. Именно поэтому начало эзотерики начинается не с асан, не с мировоззрения, оно начинается с расслабления. Для того, чтобы что-то почувствовать, должен быть расслаблен мозг, ум, расслаблены чувства и расслаблено тело. Поэтому жить нужно в расслабленном состоянии. С этого и начинается погружение, ощущение всего. Почему, когда чего-то очень сильно хотел достигать, что там такое, и потом... Все как в пустой бочке. Потому что вы не знаете принципов эзотерики. А для того, чтобы научиться эзотерике, вам просто необходимо пройти первую ступень школы Кайлас. Она, слава богу, выложена совершенно бесплатно. Сейчас в YouTube и первая, и вторая ступень. Начинайте с нее. Ваша жизнь полностью изменится. Все, до свидания. С вами был Андрей Дуйко. Вебинар у нас дальше не получится, потому что вопросы вы задаете некорректные. Я считаю, что где-то совершенно не должен этого делать, отвечать на слова, там, когда я выйду замуж, когда я рожу и все остальное. Я просто в дальнейшем отключу этот чат и больше его читать не буду. Вы просто сами у себя украли возможность получить от меня интересную информацию, которую я сегодня для вас готовил. Что ж, видимо, информация, которая заставляет человека рассматривать исключительно только свои идеи,
гораздо важнее ту информацию, которая могла бы изменить социум, общество и так далее. То есть вам, скорее всего, какие сегодня не дал вам элементы. Я хотел для всех рассказать, каким образом быстро изменить свое материальное благополучие. Также я хотел сказать сегодня, как выйти замуж, второй метод, я его сегодня не скажу. И это все потому, что вот личным целям затмили все остальные вопросы. Когда мама выйдет замуж, когда друг выйдет замуж, и началось. Когда я рожу, ни здрасте, ни до свидания и так далее. Стало неинтересно, а мне должно быть тоже интересно. С вами был Андрей Дуйко. На этом наш вебинар закончен. Хочу вам сказать, что книги «303 совета», по которым я гадал, а также книга, которая называется «Доктрина бизнеса», все эти книги вы можете приобрести на моем сайте, который называется duiko.market. duiko.market. Также еще раз хочу сказать, что завтра у нас будет Сангая, я вас всех приглашаю. Также хочу сказать, что прямо на этом сайте, нашем сайте duiko.guru, в пункте или нажав кнопку «Ситхи Шумы», вы можете перейти в «Ситхи Шумы» и прямо сегодня найти выложенную тренажеры, которые можете практиковать прямо с завтрашнего дня. Это тренажеры, которые изменят вашу судьбу, это тренажеры, улучшающие здоровье, материальное благополучие, судьбу. Это тренажеры, которые помогут выздороветь, которые помогут настроить судьбу так, чтобы в судьбе было состояние, чтобы судьба выравнивалась и чтобы свадьбы были у вас, а не у чужих, чтобы ваша судьба была такой, чтобы у вас всегда была своя персональная работа, свой хлеб, свой бизнес и так далее. Можно ли этому научиться? Можно. Можно ли при помощи эзотерики это сделать? Да, я при помощи эзотерики всего в жизни добиваюсь. Я надеюсь, вам сегодняшний вебинар был полезным и понравился. А мне было очень приятно с вами общаться. До свидания.